Вчера мы говорили о том, насколько необходимо воодушевлять других в преданном служении. And the impetus required to continue in devotional service. Чтобы это воодушевление становилось для них побуждением продолжать преданное служение. And the goal of devotional service, which is to give pleasure to Krishna. Мы обсуждали побудительные факторы преданного служения, а также цель преданного служения, которая заключается в том, чтобы доставить радость Кришне. And how even those who are not purely situated with that fixed goal in mind can still make progress in spiritual life. И как даже те, которые еще не смогли полностью сосредоточиться на этой цели в своей жизни, тем не менее могли бы прогрессировать духовно. With the proper encouragement. Чтобы, если их в этом преданном служении правильно воодушевлять. That was a very broad, simplistic summary. Вот это, то, что я сказал, является очень и очень общим и упрощенным, кратким содержанием нашего обсуждения вчера. But it was also, yesterday, it was an effort to bring devotees together for the recognition of 5 years since the devotees have been here, anniversary event of 5 years since the devotees have been here in this building. Но поводом для вчерашней встречи послужил тот факт, что в этом здании преданные уже служат более 5, то есть ровно 5 лет была вчера годовщина, 5-летняя годовщина начала служения в этом здании. To recognize the many devotees who had been taking part in that effort to maintain this project. И на вчерашнем собрании рассказали про тех преданных, которые принимали участие в поддержании храма в этом помещении. To express gratitude to all those who have taken part in this project. И целью этого встречи также было выразить благодарность всем тем, кто принимает участие в этом проекте. And we also gave a reason why it's healthy to recognize devotees who have sacrificed themselves for a higher goal. Мы также объяснили, почему прославлять тех преданных, которые пожертвовали собой ради этой высшей цели, очень правильно и здраво. But also how it becomes even sweeter when the devotees who render that service don't expect recognition. Мы также сказали, как такого рода прославление становится еще более сладким, когда те преданные, которых мы прославляем, не ожидают и не считают, что они заслуживают подобных прославлений. We also talked about that yesterday. Мы об этом также вчера поговорили. So, does anybody who was here yesterday have any questions about yesterday's talk before I begin today's talk? Поэтому вопрос к всем тем, кто был вчера на обсуждении, и у кого возникли или остались вопросы по окончании этого обсуждения. Если они у вас есть, можно их сейчас задать, прежде чем перейдем к теме, которую мы хотели обсудить сегодня. Because as I said, I had to abruptly leave and could not take questions, so I thought I should offer the opportunity for that today. Потому что, как я сказал вчера, я пришлось прерывать лекцию и уехать, и я не успел дать возможность задать вопросы, и поэтому я хотел бы дать такую возможность сегодня. And if there are no questions, I will simply go on to today's talk. Однако, если вопросов нет, тогда мы просто продолжим обсуждение, перейдя к сегодняшней теме. Any questions? Есть ли у кого-то вопросы по вчерашнему обсуждению? Yes. Бывает так, что преданные действуют в таком бескорыстном настроении, прилагают массу усилий, потом тело стареет, уже энергии гораздо меньше. Все президенты, руководители, которые раньше его занимали, они куда-то уходят. Новые, они видят, что это просто, так сказать, малоэффективный человек, и, соответственно, так сказать, начинают уже его, так сказать, там пинать подальше от какого-то теплого места. И, соответственно, ни заботы, ни уважения, ни почести, как вот этому преданному сохранять дальше энтузиазм в сознании Кришны, как ему не разочаровываться. How to give encouragement to those who had previously given so much of it? No. How could that devotee who is not being recognized because of all those circumstances described by Vishnu Prabhu, how he or she can still maintain enthusiasm?
in devotional service despite the lack of recognition. By lack of what? No? Despite the lack of recognition. Despite the lack of recognition. You understood that? Yeah, I understood. Я понял. I'm going to try to answer your question, and in a way that I don't have to spend a lot of time with it. Я попытаюсь ответить на ваш вопрос так, чтобы на него, на этот ответ не ушло слишком много времени. I told a story 2 days ago, and I've told it many times, of something that I also experienced, an offering I made for Prabhupada and didn't get any recognition. Я позавчера рассказывал историю, которую до этого рассказывал много раз, историю из личного опыта, когда я сделал что-то для Шрилы Прабхупады, но никакого признания за это не получил. And I don't want to tell the whole story because it's a long story. Я не хочу рассказывать эту историю во всех подробностях, потому что она слишком длинная. The essence of the story was that Srila Prabhupada was coming to our new temple in Boston in 1975. Но суть этой истории в том, что Шрила Прабхупада решил посетить наш новый храм в 1975 году в Бостоне. I was requested to put an awful lot of energy to renovating rooms for his pleasure. И меня попросили, по сути, трудиться, не покладая рук, над тем, чтобы привести в порядок и отремонтировать те комнаты, в которых должен был разместиться Шрила Прабхупада по приезде. And it took me many months. У меня на это ушло много месяцев. And I even, anyways, I'm going to make it short. And then when it came time for Srila Prabhupada to come, as I was hoping to get recognition for all that I did for him, he changed his plans. И как раз накануне визита Шрилы Прабхупады в наш храм, когда я рассчитывал, что мой труд будет вознагражден признанием, Шрила Прабхупада внезапно поменял свои планы. From the external point of view, because Prabhupada never came to Boston after that. From the external point of view, he didn't even know I did this. И Шрила Прабхупада вообще больше никогда не приехал в Бостон. И с внешней точки зрения могло показаться, что Шрила Прабхупада вообще ничего не знал о том, что кто-то, то есть я, это служение для него сделал. He changed his plans because he received a telegram from India, and Prabhupada decided just before he was supposed to come to Boston that he wanted to go to India instead to meet Indira Gandhi. Буквально накануне его запланированного визита в Бостон, когда он должен был приехать, Шрила Прабхупада получил телеграмму из Индии, в которой сообщалось, что Индира Ганди, премьер-министр, была готова встретиться с ним, и поэтому Прабхупада решил поменять планы и отправиться в Индию навстречу. So he never saw the new temple we purchased for him. Поэтому он так и не смог повидать тот храм, который мы купили для него. Because he didn't come in 75 because he changed his plans. Он не приехал в 1975 году, потому что поменял свои планы. He didn't come in 1976. В 1976 году он тоже не приехал. Didn't come in 1977. И в 1977 тоже не приехал. And he departed from this world in November of А в 1977. ноябре 1977 года он ушел из этого мира. And he never saw. И поэтому он так и не увидел. Externally, I could say that he never even knew how much work I did. Поэтому на поверхностный взгляд могло бы показаться, что Прабхупада так и не узнал о том, как много трудов я вложил в эти комнаты. And it taught me a very good lesson. Этот факт научил меня многому. Because Srila Prabhupada taught the same by his own example. Потому что сам Шрила Прабхупада учил нас этому уроку на собственном примере. That any work done in Krishna consciousness is never any loss.
Он говорил о том, что любой труд в сознании Кришны не будет потерян, if it's done in Krishna consciousness. если мы выполняем его в сознании Кришны. Krishna says, "Nehabhakama nasushi patyavaya navijate." In this endeavor, there's never any loss, never any diminution, and a little advancement on this path protects one from the most dangerous type of fear. Сам Господь Кришна говорит в Бхагавад-Гите о том, что на этом пути не бывает потерь, и любое небольшое продвижение по этому пути спасет человека от величайших бед и опасностей. So, as I said, from the external point of view, it might seem like I wasted several months. Поэтому на поверхностный взгляд могло показаться, что я впустую потратил несколько месяцев своей жизни. But from the internal point of view, I realized that there's never any loss for any effort if it's done with the right motive. Однако, если посмотреть на ситуацию внутренним взором, как я сделал, я понял, что на самом деле никакой потери нет, потому что если это служение выполняется с правильными мотивами. If I maintained that motive to be recognized by Prabhupada for the service, I would have been very disappointed. Если бы я поддерживал в себе мотив получить признание со стороны Шрилы Прабхупады, и потому что я сделал это служение для него, то я бы столкнулся с жестоким разочарованием. Because externally, Prabhupada never even saw it. Потому что, опять же, с внешней точки зрения, Шрила Прабхупада так и не увидел то, что я сделал. Not only did he even never see it, but I don't know if anybody ever told him the work that I did. Не то, что он не видел сам, но, наверное, ему вообще никто не сказал о том, что был такой-то и сделал это для вас. There was never any evidence that anybody told him. Нет никаких свидетельств тому, что это было сказано ему. So I learned a very good lesson from that. И на этом уроке я научился многому. As did many devotees who learned a very good lesson when Prabhupada departed. И многие преданные усвоили этот очень важный урок, когда Шрила Прабхупада ушел из этого мира. That any devotional service which is rendered for the pleasure of Krishna's devotee Урок заключается в том, что любое служение, которое оказывается ради удовольствия преданного Кришны, will enable one to be recognized. Заслужит и поможет снискать ему признание. Even if externally it appears it has not been recognized. Даже если с внешней точки зрения кажется, что это служение осталось непризнанным. Because Krishna is in the heart. Потому что Кришна в сердце. And Krishna knows what the motive is. И Кришна знает мотивы. He knows what the purpose the devotee had in rendering that service. Кришна знал, с каким мотивом преданный выполнял это служение. And he especially knows if somebody is rendering service to please his devotee. И он особенно ясно осознает, когда преданный делает какое-то служение, чтобы порадовать преданного Кришны. Because that's what gets his attention. Потому что именно так можно снискать внимание Кришны. Even Krishna himself said, one who says he's my devotee is not my devotee, but one who's the devotee of my devotee, that's my devotee. Сам Господь Кришна говорит, что человек, который называет себя моим преданным, таковым не является. Но тот, кто является моим преданным моего преданного, вот он по-настоящему мой преданный. Which means that if we want to get Krishna's attention, we have to serve with a desire to please his devotees. Поэтому, если это означает, что если мы хотим снискать внимание Кришны, для этого необходимо выполнять служение с желанием порадовать преданных Кришны. And the fact is that every one of us should be rendering service in such a way that someday we get Krishna's attention. И на самом деле каждый из нас должны сделать свое служение так, чтобы у нас была возможность снискать в один прекрасный день внимание Кришны. Because that's the goal of devotional service. Потому что в этом и заключается цель преданного служения. Prabhupada says we should not, he quoted Srila Bhaktisiddhanta, that we should not render our service in such a way so that we'll see Krishna, but so that we will be seen by Krishna. Шрила Прабхупада даже цитировал слова Шрилы Бхактивиданты Сарасвати Такура, который говорил, что мы должны выполнять свое служение не так, чтобы увидеть Кришну, а так, чтобы Кришна увидел нас. We want to be seen by him. Мы хотим, чтобы Кришна нас увидел. We want to get his attention. Мы хотим привлечь к себе его внимание. Because we've forgotten him for millions of births. Потому что мы жили в забвении Кришны миллионы жизней. And the goal of Bhakti Yoga is to get Krishna's attention and to get his mercy. И целью бхакти-йоги является привлечь к себе внимание Кришны и удостоиться его милости. So, if a devotee understands that, whenever he understands it, Если преданный это понимает, когда бы к нему не пришло это понимание, maybe he didn't understand it when he was doing it.
Может быть, когда он занимался служением непосредственно, он этого не понимал. But if at some point in his life he realized, yes, there was no waste of my energy because it was for Krishna. It wasn't for me. Но в один прекрасный день вдруг до него доходит, что нет, все эти годы, проведенные в служении, не были пустой потерей времени, потому что все это я делал для Кришны, не для себя. What is the benefit of prestige, recognition? These are obstacles in the path of devotional service. Какой толк в престиже или в признании? На самом деле эти вещи являются препятствием в преданном служении. It's an anartha. It's an obstacle in the path of devotional service. Это анартха, это препятствие на пути преданного служения. Everyone is supposed to try to clean their heart from these obstacles in the path of devotional service. И каждый должны попытаться очистить свое сердце полностью от этих препятствий на пути преданного служения. So at some point of one's life, if one can realize there was never any loss in my efforts to do something to please Krishna, he is always the gainer. Если в какой-то момент своего пути человек понимает, что на самом деле никаких потерь во всем том, что я делал для Кришны, не было, потому что все это было сделано для него, чтобы его порадовать, тогда он немедленно обретает все. And that's the best way to help any devotee. И это самый лучший способ помочь какому-либо преданному. Those who are sacrificing now, those who sacrificed in the past, and those who will sacrifice in the future. И тем преданным, которые жертвовали собой в прошлом, и те, кто жертвует собой в настоящем, и те, кто будут жертвовать в будущем. We should be very careful not to hang prestige carrots in front of people's noses. Мы должны остерегаться соблазна размахивать эти морковками престижа перед носом людей, чтобы их побуждать к преданному служению. And foolishly mislead them into thinking that their goal is to get this prestige carrot. И пытаясь глупо их соблазнить этими морковками престижа. The goal is to please Krishna. И побудить их думать, что это и есть цель. На самом деле цель это Кришна. Sometimes it may be necessary, and Srila Prabhupada even sometimes employed that method in getting us to work hard. Иногда это может быть необходимо, и сам Шрила Прабхупада иногда прибегал к этому методу, чтобы побудить нас работать еще больше. Sometimes Prabhupada would come to a temple, and he would say, I've traveled all over, I've come to this temple, but I can say this temple's the best. Шрила Прабхупада иногда приезжал в какой-то храм и говорил, я повсюду путешествовал, посещал много разных храмов, но могу вам сказать, что ваш храм самый лучший. And everybody in the temple was thinking, wow, Haribol! Prabhupada says we're the best. И все начинали кричать Харибол, сам Прабхупада сказал, что мы лучшие. And the Prabhupada would go to another temple. I've traveled all over, and I can say that I see the enthusiasm, and this temple this is the best. Затем Прабхупада отправлялся в другой храм, и в другом храме говорил, да, вот я повсюду путешествовал, и вижу, что здесь, сужу по вашему энтузиазму и атмосфере, я могу сказать, что ваш храм самый лучший. And then sometimes Prabhupada would create competition between devotees. Иногда Шрила Прабхупада побуждал соперничество между различными преданными. And if you beat these devotees, I'll come to your temple and won't go to them. Если вы победите тех преданных, то я приеду в ваш храм, а не в их. Prabhupada did that. Прабхупада так поступал. He did it. Он поступал так. But he did that in such a way that we always knew what the goal was. Or we should have known what the goal was. Однако при этом он действовал всегда так, даже прибегая к таким методам, что мы всегда понимали, в чем цель. Или, по крайней мере, мы должны были понимать, в чем цель. Because every time he sat on the Vyasa-san, he spoke about what is the goal. Потому что каждый раз, когда он садился на Vyasa-асану, он говорил о том, что является по-настоящему целью. Every time he sat on the Vyasa-san, he always made clear what is the goal of the service that we render. Каждый раз, когда Шрила Прабхупада садился на Vyasa-асану, он нам делал абсолютно ясно и недвусмысленно, в чем заключается цель всего того служения, которым мы занимались. Every time he sat down with his dictaphone to give his ecstasies in his books, he always made it clear what the goal was. Каждый раз, когда Шрила Прабхупада садился со своим диктофоном в руке и надиктовывал свои комментарии на эти книги, это что является формой его экстаза. Прабхупада всегда напоминал нам в этих комментариях о том, в чем является цель. So sometimes he would put out a little carrot. Поэтому иногда Прабхупада тоже манил нас такой морковкой. Although Prabhupada was very careful, if he saw the devotees were getting too competitive, he stopped. Но при этом Шрила Прабхупада всегда следил за тем, что преданные не слишком увлекались этим духом соперничества. И когда
преданные перебарщивали, он сразу останавливал. Because he didn't want them to forget the goal. Он не хотел, чтобы они забывали о цели. When the devotees created the In God We Trust political party in America have a devotee to become a president of the United States. Однажды в Америке преданные создали политическую партию, которая называлась «Богом мы верим». И целью этой политической партии было выдвижение кандидата от Вайшнава в президенты США. Because Prabhupada would sometimes say that, yes, how wonderful it would be when the Supreme Court judges have tilak on their foreheads and leaders of America leaders of the world become devotees. Потому что Шрила Прабхупада иногда говорил, как замечательно было бы, если бы судьи Верховного суда заседали бы с тилаками на лбах, и если бы лидеры этого мира, лидеры этой страны были бы преданными. When it would look like to him they were forgetting the goal, he stopped it immediately. Но как только Шрила Прабхупада стал замечать признаки того, что преданные, занимавшиеся этой политической кампанией, стали забывать о цели, он сразу пресек это на корню. Forget it. Все. It's not worth it. Все, проехали. We don't want to forget the goal. Мы не хотим забывать о цели. An expert spiritual master Srila Prabhupada he knew how to adjust according to time, place, and circumstance. Поскольку Шрила Прабхупада был в высшей степени искусным духовным учителем, он знал, как действовать в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. So the followers would not forget what is the goal. Чтобы его последователи не забывали о том, в чем заключается цель. Analogy which is oftentimes used in that connection is like the captain of a ship. В этой связи приводится аналогия с капитаном корабля. When there's a captain on a ship, he's supposed to see everything what's ahead. Капитан корабля должен смотреть вперед курса корабля. And there's people who are below who are doing the steering and the moving of the ship, but the captain is supposed to see everything. Там есть команда корабля, которая занимается всеми текущими делами, где-то там в трюме, и они могут не видеть, куда корабль движется, однако капитан должен всегда ясно понимать цель и видеть ее. So he may tell his crew who's below deck saying, now turn left, now turn right, now turn left. И капитан может приказать своей команде, которая там где-то под палубой находится, теперь мы поворачиваем направо, а теперь налево, а теперь направо снова. Because he sees there's a big iceberg ahead. Потому что он заметил огромный айсберг по курсу. And the people below, do they say, wait a minute, you just told me to turn left, why are you telling me to turn right? А люди в трюме начинают недоумевать, чего он раскомандовался, то направо ему, то налево. Now left again. А теперь снова налево. Make up your mind. Слушай, ты решишь наконец, куда? Should we go right or left? Направо или налево? He can see. Да он же видит. And because he can see, he knows how to keep everyone focused on what is the goal. И поскольку он сам видит, он знает, как действовать так, чтобы все были сосредоточены на достижении цели. So Prabhupada could see. И Прабхупада мог видеть это. And he didn't want anyone to forget the goal. И он не хотел, чтобы кто-либо забывал об этой цели. Similarly, we have a responsibility to help others understand the same goal that Srila Prabhupada came to give us. И точно так же ответственность за то, чтобы напоминать другим о цели, которую пришел нам дать Шрила Прабхупада, лежит и на нас. And if we can somehow understand that goal, then we can, in our hearts, we won't feel that there's any loss of what we've done. Если так или иначе мы можем помнить в своих сердцах об этой цели, тогда мы ни к чему в нашей жизни не будем относиться как к потере. And of course, that any recognition that comes for a devotee who has that realization, that's like the cherry on the top. И разумеется, любая форма признания, которая может прийти к такому преданному, который понимает о том, в чем заключается настоящая цель, такого рода признание можно сравнить с вишенками на торте. Because he doesn't expect it. Потому что он этого не ожидает. But still, we should be eager to give it. Однако мы должны гореть желанием дать это признание другим. We should be eager to recognize those devotees who made sacrifices. Мы должны гореть желанием признавать преданных за их служение. We should be eager to express our gratitude and appreciation to them. Мы должны гореть желанием выражать свою признательность и благодарность им за их служение. It doesn't mean that we should be callous and forget them and say, you're not Krishna conscious, forget it. If you're not Krishna conscious, what can we do for you? Это не означает, что мы должны быть бездушными, безответственными, думая, или говоря людям, ну вот ты не осознаешь Кришну, поэтому что мы для тебя можем сделать? Катись тебе. And we talked about that yesterday. Мы об этом также вчера говорили.
We talked about yesterday how Krishna consciousness is the natural propensity for every living entity. Мы говорили о том, что сознание Кришны является естественно присущей склонностью для каждого живого существа. And although a young baby has a natural propensity to walk, sometimes the father will take the baby by the hand and help him along. Хотя эта способность ходить уже заложена в ребенке с рождения, однако отец иногда помогает своему ребенку встать на ноги, протягивая ему свою руку. It's encouragement. Это называется поощрением. Father will hold the baby and try to walk him, and then he'll let him go and see if he can walk on his own. Отец берет ребенка за руку и позволяет ему, опираясь на руку отца, сделать несколько шагов, а потом руку отдергивает и смотрит, сможет ли ребенок пройти сам несколько шагов или нет. So everybody needs encouragement. Каждый нуждается в таком воодушевлении. And that's also what we talked about Мы yesterday. об этом также вчера говорили. But you should not forget the goal. Но мы не должны забывать о цели. And we should give them every opportunity to be reminded about what is the goal and to give them encouragement at the same time. И мы должны пользоваться любой возможностью, чтобы воодушевлять их в их служении, также напоминать о цели. That there's never anything lost for those who rendered service in Krishna consciousness. Поэтому для тех, кто занимался служением в сознании Кришны, вообще нет никаких потерь. And Prabhupada emphasized this point again and again and again in his lectures. Шрила Прабхупада снова и снова подчеркивал этот важный момент в своих лекциях. There's no loss in any service which is rendered in Krishna consciousness. Он говорил снова и снова о том, что в сознании Кришны, в служении в сознании Кришны нет никаких потерь. And we quoted the verses yesterday that even if one falls down in an immature stage, there's never any danger of his being unsuccessful. И как мы приводили в подтверждение этому стих вчера, в котором говорится о том, что даже если преданный падает, находясь на незрелом уровне, тем не менее ему не грозит опасность столкнуться с неудачей на своем духовном пути. Especially even for one who sacrificed so much to engage in the service of the Lord. Это особенно относится к тем, кто так многим пожертвовал ради служения There's Господу. never danger of his being unsuccessful. Им не грозит опасность столкнуться с неудачей. On the other hand, if a non-devotee fully engages perfectly in his occupational duties, he doesn't gain anything. С другой стороны, непреданный, который занимается выполнением своих предписанных обязанностей совершенным образом, вообще ничего не обретает. The whole Srimad Bhagavatam was compiled for that purpose. Весь Шримад Бхагаватам был составлен именно для этой цели. Is to give anyone who comes in contact with Srimad Bhagavatam a glimpse into making a sacrifice for Krishna. Чтобы дать возможность каждому, кто соприкасается со Шримад Бхагаватам, хотя бы область понимания того, насколько ценно это действовать ради Кришны, жертвовать ради Него. So that's the best answer I can give. How those devotees should be looking at their own service for encouragement. Вот это самый лучший ответ, который я могу дать в ответ на вопрос, как должны преданные относиться к своему собственному служению, если они чувствуют, что им не хватает воодушевления со стороны других. And it may seem very difficult because bodies are getting old, bodies are getting sick. Это может оказаться сложным, потому что тела стареют и заболевают. But it's happening to everybody. Но это случится с каждым. I was just listening to a lecture today. Сегодня я слушал лекцию Шрилы Прабхупады. It was an amazing lecture. Удивительная лекция. Phenomenal lecture from Просто Prabhupada. феноменальная лекция Шрилы Прабхупады. I had already stopped eating a long time, but I just couldn't get up from the table because it was, Prabhupada was talking about a very important point. Я слушал эту лекцию за просадом, и я уже давно закончил принимать просад, но не смог подняться из-за стола, просто потому что Шрила Прабхупада продолжал говорить о удивительно важной теме. He was talking about the point that how we should never be jealous that somebody else has something and we don't. Он говорил в своей лекции о том, что мы не должны завидовать тем людям, у которых есть что-то, чего нет у нас. He said everyone is getting their allotment by their own karma. Шрила Прабхупада объясняла, что каждый получает предписанную ему долю благодаря карме. He gave the example, just like a person, two people are sitting in the hospital together in the same room. Шрила Прабхупада приводил пример двух пациентов, которые сидят в одной палате в больнице. He says, and one man is getting opulent food for his lunch. One of those two patients. One of the two patients. И один из этих двух пациентов ему на обед дают роскошное угощение.
He says the other man's been told he has to fast. А другому сказали, а ты должен поститься. He says he shouldn't get jealous. И тот, кто постится, не должен завидовать тому, кто объедает. I'm jealous. He's eating such good food and I'm not eating food. Я завидую этому человеку, он объедается всеми этими деликатесами, а я вообще ничего есть не могу. He says, but both patients are getting what's allotted to them according to the prescription of the doctor. Однако оба этих пациента следуют в соответствии с предписаниями врача, и он прописывает им ту диету, которая подходит. Because the doctor knows what's best. Потому что доктор знает, что лучше для каждого из них. The patient doesn't have opulent food he can't even eat, but that's the prescription for him to be healthy. Этому пациенту не подают вообще никакой еды, не говоря уж о деликатесах, потому что он есть не может, но это самое лучшее для него, чтобы он выздоровел. And the other patient in the same room is eating. And we think, I want to be like him. А второй объедается в этой же палате, и тот, кто постится, думает, хотел бы я быть на его месте. He used that example, that was his analogy, for that, how we should not be jealous that whatever we've got, it's allotted to us for our own purification. Шрила Прабхупада привел этот пример, чтобы проиллюстрировать, что все то, что выпадает на нашу долю, предназначено для нашего же очищения. The doctor knows what's best to cure the patient. Потому что доктор знает, что лучше всего поможет выздороветь этому пациенту. Similarly, Krishna knows what's best to bring his devotee to him. Точно так же и Кришна знает лучше всего, что лучше всего поможет преданному прийти к нему. If we have faith in Krishna, Если у нас есть вера в Кришну, then we can accept whatever comes our way as Krishna's divine mercy. тогда мы можем принимать все то, что выпадает нам на нашу долю, как божественную милость Кришны. Krishna wants me purified. Кришна хочет, чтобы я очистился. Maybe it may seem that I'm going through so many difficulties in my old age, but maybe that's so I don't have to come back and get those same difficulties in my next life. Может быть, сейчас я в своем старом преклонном возрасте испытываю так много трудностей и неудобств, но, наверное, они предназначены для того, чтобы мне не пришлось сносить те же самые трудности и неудобства и боль в своей следующей жизни. Krishna wants me to finish it in this life. Кришна хочет, чтобы я закончил все это в этой жизни. So I'll just accept it as His mercy and go on glorifying Him, remembering Him, and doing the same thing that I was taught when I was working hard. И поэтому я буду продолжать прославлять Его и помнить о Нем, и я буду вспоминать точно так же, как меня учили тогда, когда я работал для Него тяжело. Because that's what we should have been taught when we were working hard. Потому что нас должны были научить, когда мы тяжело трудились для Кришны. Prabhu, this is for Krishna. Нам должны были напомнить: Прабху, это для Кришны. This is for Krishna's pleasure. Это для удовольствия Кришны. This is for your spiritual master's pleasure. Это для удовольствия твоего духовного учителя. This is not for our pleasure, it's for His pleasure. Не для нашего наслаждения, а для Его. And if we work in that consciousness, we'll never be the loser. Если мы будем действовать в таком сознании, то мы никогда ничего не потеряем. There's so many other things we can say, Мы можем сказать еще много чего на эту тему. but as I said, I didn't want to give the whole lecture on yesterday's lecture. Но, как я сказал, я не хотел давать еще одну лекцию по вчерашней лекции. Read my question, Maharaj. Shall I read? Is that a question from yesterday? Yeah. What is it? I'll just read it first. Read it to me first. I may not want to answer it. I may want to go into today's topic. No, I just want to go through it silently, see if it's relevant for the class yesterday before translating for you. Yeah, that's a relevant question. Sometimes it happens that young devotees, they take up with good intentions some service and they burn out emotionally, physically. How do we, in our conditions, when not everyone has a counselor, how could we learn to maintain balance between service and maintaining oneself? How to preserve that balance? Shall I read it out, Maharaj? No. Today's Gadadhar Pandit's appearance day. I want to speak a little bit about Gadadhar Pandit. Appearance or disappearance? Appearance. Yes. Сегодня день явления Гададхары Пандита, поэтому я хотел сказать несколько слов о нем. Can I move into the next topic?
Можно ли перейти к следующей теме? But does anybody have a burning question Или for есть ли у yesterday? кого-то еще такой жгучий, насущный вопрос? Or does anybody have an objection to my last answer? А есть ли у кого-то возражение по поводу того, что я только что сейчас сказал? No, wait. Вопрос, я знаю. Подожди, пожалуйста. Does anybody have an objection to my last answer? У кого-то возникли возражения на мой ответ, который только что Or a прозвучал? comment? Или комментарий к нему? Comment, question, objection. Question. Вопрос, комментарий или возражение? Что у вас? Вопрос. About the last answer. Okay. Вы сказали, что если мы действуем в таком сознании, что делаем что-то для духовного учителя, в этом не будет потери. Но можем ли мы в таком сознании делать что-то, чего не хочет на самом деле духовный учитель Кришны? Сделать что-то не так и думать, что мы делаем это. Всегда это будет правильно. Вы хотите по-английски задать вопрос сами? If we do something for our spiritual master, and you said there will be no lust in this way. So if we do something wrong, that spiritual master don't want it. So we do it, but we do it in the mood for him. So how is this? What's the question? No, what's if we do something he doesn't want? What? I didn't hear that. If we do something he doesn't want, but we do this for him, do something wrong for him. So what will be in this way? If we do something for him, but he thinking it's for him, but he didn't want it, is that what that's not clear? Неясно. К сожалению. Вы все сказали, что я бы так тоже перевел. То есть суть в том, что он не знает о том, что мы делаем что-то неправильно, да, а мы не знаем, что ему не... А мы не знаем, что это не нравится ему, да? Мы не знаем этого. Это важный элемент. Если мы знаем, что делаешь что-то неправильно, делаем, то это... Да, вот это вот, мы не понимаем. In other words, unknowingly, in good faith, we're doing something for the spiritual master, which might not necessarily please him, which might be a wrong thing to do, but we do it still with an intention to please him. So can we benefit from that? It's interesting. Интересный вопрос. It's a very nice story about Gadadhar Pandit in this connection. В этой связи есть замечательная история про Гададхару Пандита. You want to hear it? Хотите услышать историю про Гададхару Пандита? In Chaitanya Charitamrita, there is a very interesting pastime about Vallabhabhata. В Читании Чаритамрити рассказывается интересная история про Валабхабхату. Vallabhabhata came to see Lord Chaitanya. Валабхабхата пришел повидать Господа Чайтанью, And he was proud, и он гордился собой. quite proud of his knowledge. Довольно сильно гордился своим знанием. During his visit to Lord Chaitanya, he first glorified Lord Chaitanya. Когда он пришел к Господу Чайтаньи, то первое, что он сделал, он прославил Господа Чайтанью. In fact, he spoke one very famous verse that we oftentimes quote, Prabhupada oftentimes quoted. Именно Валабхабхата на самом деле произнес один знаменитый стих, который Шрила Прабхупада очень часто цитировал, и мы тоже вслед за ним. Kali Kalera Dhamma Krishna Nama Sankirtana Krishna Shakti Vininahi Tari Pravatana. That the fundamental religious principle in the age of Kali is the congregational chanting of the holy name of the Lord. В этом стихе из Читания Чаритамриты, произнесенном Валабхабхатой, говорится, что в век Кали самым главным основополагающим религиозным принципом является совместное воспевание стихиман Кришны. Unless one is empowered by the Supreme Lord, he cannot spread the holy name of the Lord. И не получив полномочий от Верховного Господа, человек не может распространять святое имя Господа. So Vallabhabhata was glorifying Lord Chaitanya in so many respects for his capacity to spread the Sankirtan movement. И Валабхабхата прославлял Господа Чайтанью на разные лады, отмечая, как он
распространяет движение санкиртаны повсюду. But Lord Chaitanya knew that he had anarthas in his heart. Однако сам Господь Чайтанья знал, что у Валабхабхаты в сердце таятся анархи. Could have been that he was glorifying him because he wanted recognition from Lord Chaitanya. Может быть, Валабхабхата прославлял Господа Чайтанью, потому что хотел получить от него встречное признание. Not that it could have been, it was. На самом деле так и было. He wanted Lord Chaitanya to recognize his knowledge. Он хотел, чтобы Господь Чайтанья отметил его выдающееся познание. And he wanted Lord Chaitanya to listen to his vast wealth of knowledge about Srimad Bhagavatam. И он хотел, чтобы Господь Чайтанья выслушал его объяснение Шримад Бхагаватам, которое сопровождалось глубокими познаниями. So he glorified Lord Chaitanya in this way. И таким образом Валабхабхата прославлял Господа Чайтанью. And then Lord Chaitanya told him, actually, honestly speaking, whatever I know only because of the mercy of Advaita-racharya. В ответ Господь Чайтанья Махапрабху сказал, что на самом деле единственное, что я знаю, все, что я знаю по милости Адвайта-ачарьи. Advaita-racharya has taught me all the conclusions of the Vedic literatures. Именно Адвайта-ачарья научил меня всем окончательным выводам священных писаний Вед. Then he began speaking about Lord Nityananda. Затем он стал говорить о Господе Нитьянанде. He said, Nityananda, he has also awakened in me the desire to please Krishna. Господь Нитьянанда пробудил во мне также желание радовать Кришну. Then he started talking about Sarvabhauma Bhattacharya. Затем он перешел на Сарвабхауму Бхаттачарью. He said, I wouldn't know anything about the conclusive truths of the six theses of philosophy if Sarvabhauma Bhattacharya didn't teach me. Если бы Сарвабхаума Бхаттачарья не научила меня всем этим 6 разделам ведической философии, я бы остался в неведении о них. Then he started glorifying Ramananda Roy. Затем он стал прославлять Рамананду Рая. He said, Ramananda Roy has taught me all the intricacies about ecstatic love for Krishna. Именно Рамананда Рая научил меня всем сокровенным деталям экстатической любви к Кришне. I know all the intricacies about the difference between Kevala Bhakti and Aishvaya Bhakti. Я знаю все эти нюансы, например, различия между Кевала Бхакти и Ашварья Бхакти. Because Ramananda Roy has explained all these intricacies to me, and I've accepted them within my heart. Потому что именно Рамананда Рай разъяснил мне все эти нюансы, и я запомнил их очень глубоко, поместив их в свое сердце. And then he said, Haridas Thakur, he taught me all the glories, about the glories of the holy name of the Lord. А Харидас Такур раскрыл передо мной славу святого имени Господа. I wouldn't know anything about the glories of the holy name if it wasn't for Haridas Thakur. Если бы Харидас не сделал бы этого, Харидас Такур, я бы так и ничего не узнал бы о славе святого имени. This is Lord Chaitanya speaking. Господь Чайтанья говорит. And in this way he was trying to teach Vallabhabhata that, why are you so proud? But he didn't say that yet. Didn't say that yet. Говоря все это, Господь Чайтанья намекал Валабхабхате, хотя не говорил пока. Чего ты так гордишься? He's trying to teach him that, why are you so proud of your knowledge if you're not giving credit to others for that which you know? Почему ты так гордишься своим знанием, если не воздаешь заслуги за свое знание другим? And he even knew that Vallabhabhata was so proud that he thought his commentaries on Srimad Bhagavatam surpassed those of Sridhar Swami, who was the original commentator of Srimad Bhagavatam. И Господь Чайтанья знал, что в своей гордости Валабхабхата мнил свои комментарии гораздо более блестящими, чем комментарии изначального комментатора Шримад Бхагаватам Шридхара Свами. So after saying all of this to Vallabhabhata, he didn't say that to Vallabhabhata though. Он этого пока не говорил But he Валабхабхате, knew. но он знал. Lord Chaitanya knows what's in everyone's heart. Господь Чайтанья знает, что находится в сердце каждого. There's no question of hiding from the Вообще Lord. от него ничего не спрятать. He knew. Он знал. And he was trying to teach him a good lesson. И он хотел преподнести ему хороший урок. So he left feeling very discouraged because Lord Chaitanya wasn't inclined to hear it. И Vallabhabhata left, right? Валабхабхата поплелся домой в унынии, потому что Господь не проявил никакого желания слушать его объяснение Бхагавата. Then, before he left, he said to Lord Chaitanya, sounds like all these different devotees are pretty potent Vaishnavas. How can I meet them? Но перед тем, как уйти,
Валабхабхата спросил у Господа Чайтаньи, вот из твоих объяснений яствует, что все эти вайшнавы, которых ты описала, это очень могущественные личности, как я могу с ними познакомиться? And then Lord Chaitanya said, you don't have to go very far, they're all here. За ними далеко ходить не нужно, сказал Господь Чайтанья, потому что они сейчас все в Пури. So the next day, Vallabhabhata decided that he was going to bring all Jagannath Mahaprasadam and invite all the different Vaishnavas so he could serve them. На следующий день Валабхабхата решил запастись большим количеством прасада Господа Джаганатхи, принести его туда и угостить всех вайшнавов. So all the Vaishnavas came, he brought huge amounts of prasadam from Jagannath temple, served out a great feast. И вот все вайшнавы собрались, Валабхабхата обеспечил доставку огромного количества прасада из храма Джаганатхи и раздал этот роскошный пир всем. He was appreciating all of their qualities. И он ценил всех преданных за их качества. But he still had this in his heart, still was there, this anartha. Но эта анартха по-прежнему He wanted to be recognized. Эта анартха по-прежнему находилась в его сердце, он по-прежнему жаждал признания. Rath Yatra came, they had a big Rath Yatra festival. И вот настала Радха-ятра, грандиозный фестиваль. After the Rath Yatra festival, Vallabhabhata came to Advaitacharya and he began asking questions about Advaitacharya. И после Радха-ятры Валабхабхата отправился к Адвайта-ачарье и стал задавать ему разные вопросы. I think he asked a question about the holy name of the Lord. Он задал Адвайте-ачарье вопрос про святое имя Господа. And he says that it is according to Vedic custom, a woman should never speak the name of her husband В соответствии publicly. с ведическими шастрами, сказал Валабхабхата, женщина никогда не должна прилюдно произносить имя своего мужа. And Krishna is everyone's husband. He's the supreme enjoyer, and all living entities are meant to be enjoyed by him. А Кришна, муж или супруг всех живых существ без исключения, все живые существа предназначены для того, чтобы доставлять наслаждение Ему. Why are you disobeying this religious principle, and all of you are just calling out Krishna's name when the religious principle is you shouldn't be saying the name of your husband publicly? Почему же вы наперекор этим ведическим принципам прославляете Господа Кришну, который является изначальным супругом всех, прилюдно? Это же запрещено. So Advaitacharya then said to him, actually, present before us is Chaitanya Mahaprabhu. Why don't you ask him this question? И Адвайта-ачарья сказал, ну вот здесь как раз присутствует сам Господь Чайтанья Махапрабху, почему бы тебе не адресовать этот вопрос ему? And Lord Chaitanya answered, it is the duty of the wife to follow it is the duty of the wife to follow the instructions of the husband. Sorry. Sorry, it's from you, not from Lord Chaitanya. No, I'm sorry. I have to say this. Извиняюсь за то, что я скажу дальше, но Господь Чайтанья ответил следующим образом. Он сказал, что это обязанность жены делать все то, что говорит ей делать муж. And Krishna says, you should be chanting my name. И Кришна говорит, вы должны все повторять мое имя. This is the highest religious principle. Это гораздо более важный религиозный принцип. Therefore, we should all be chanting Krishna's name. Мы все должны повторять имена Because Кришны. we're following Krishna's instructions. Потому что мы следуем наставлению самого Кришны. Vallabhabhata again was dejected, defeated. И опять Валабхабхата потерпел поражение и пошел домой в унынии. Vallabhabhata had some affection for Gadadhar Pandit. Но у Валабхабхаты были теплые чувства к Гададхари Пандиту. And he actually was something about Gadadhar Pandit's qualities which were very attractive to him. Потому что Гададхара Пандит отличался особыми качествами, которые были очень привлекательны для Валабхабхаты. So he was very tired of coming into the assembly of Vaishnavas and feeling like a crow amongst swans. И он уже устал от того, что, приходя в общество этих вайшнавов, он чувствовал себя вороной среди лебедей. Every time he'd always raise something to prove his knowledge, he was always defeated by either the Lord or by the Vaishnavas. Потому что каждый раз, когда он открывал рот, чтобы сказать что-нибудь, чтобы продемонстрировать всем глубины своего познания, он в результате оказывался позоренным либо
потому что что-то Господь ему в ответ говорил, либо говорили что-то его преданные. And he was thinking, I can't go on living like this. И он сказал, все, я так больше жить не могу. I need somebody who will recognize, who will hear me, hear what I have to say. I have so much to share. Я же так многим могу поделиться с другими, но я должен найти хотя бы кого-то, кто сможет получить это от меня и выслушать. So he went to the home of Gadadhar Pandit. Он отправился в дом Гададхары Пандита. And he said, please, I'm dying with this mud of shame all over me. Please listen to what I have to say. I have something I need to say. Will you please listen to me? Он пришел к нему, стал его умолять, пожалуйста, пожалуйста, выслушай же меня, потому что я умираю от этой скверной позора, которой я покрылся. Пожалуйста, выслушай то, что я хочу сказать. And Gadadhar Pandit was sitting there, and Vallabhabhata was so forceful that he immediately began talking, and he couldn't stop him. И Гададхара даже не успел ничего в ответ сказать, потому что Валабхабхата стал с таким напором сразу говорить ему, не дав ему даже слова вставить. And in his heart he was thinking, the Lord is very merciful, he knows my heart. И в своем сердце Гададхара Пандит думал, ну Господь очень милостив, Он же знает мое сердце. He knows I don't want to hear this nonsense. И Он знает, что я не хочу слушать эту чушь. But I can't get out of the situation. He's very forceful on me. Но Он с таким напором меня просто в угол загнал, и я не смогу никак от этого избежать. And after all, he's a Brahmin. И в конце концов он браман. So he just prayed, please understand me, Lord. I don't want to hear this. И поэтому в своем сердце Гададхар молился, пожалуйста, Господь, пойми же мое положение, я не хочу так действовать. And he was thinking in that way because nobody else would listen to Vallabhabhata. И он думал таким образом, потому что никто не желал слушать ничего из того, что говорил Валабхабхата. Every time Vallabhabhata would open his mouth, the Vaishnavas would immediately just go away or defeat him. Как только Валабхабхата открывал свой рот, то вайшнавы либо разбегались в сторону, либо его опровергали. And he was thinking, the Lord is very merciful, he knows my heart, but the followers of Chaitanya Mahaprabhu, they can be pretty angry. Гададхара Пандит думал, да, Господь Чайтанья очень милостив, Он знает мое сердце, но преданные Господа Чайтаньи не отличаются таким терпением, они могут на меня разгневаться. And he was afraid that they may be very upset if they found out that he was listening to Vallabhabhata. И он переживал из-за того, что преданные, если они узнают о том, что он все-таки слушал речи Валабхабхаты, на него очень рассердятся за это. So within his heart, he was thinking this way, that I'm trying to please the Lord. He knows my motives. Поэтому в своем сердце думал именно так. Я хочу порадовать Господа, Он знает мои мотивы. And he knows that I'm not interested in hearing these things. И Он знает, что я не питаю никакого интереса к этим обсуждениям. So then after Vallabhabhata spoke to Gadadhar Pandit in this way, И после того, как Валабхабхата закончил свои речи Гададхаре, then he went back again to Lord Chaitanya. он отправился снова к Господу Чайтанье. And he tried to again convince Lord Chaitanya to listen to his explanations on Srimad Bhagavatam. И попытался снова убедить Господа Чайтанье, что ему обязательно нужно послушать объяснение Валабхабхаты и Шримад Бхагавата. And then Lord Chaitanya just really smashed him. И Господь Чайтанья просто его размазал. He smashed him so heavily that Kaviraj Goswami compares it to be like Krishna, his punishment of Indra, cutting down his false pride. Эта отповедь, которую дал Господь Чайтанья Валабхабхате, была настолько суровой, что Кришнадас Кавираджа сравнивает эту ситуацию с тем, как Кришна срезал на корню гордость Индры. So Vallabhabhata actually could understand that the Lord has been very merciful to me. И вот тогда Валабхабхата понял, что Господь к нему очень милостив. Now I understand why he's been dealing with me in the way that he's been dealing with Теперь me. я понимаю, подумал Валабхабхата, почему Господь со мной так сурово обращался. And he realized that the Lord's only purpose in everything that he said to him up until that point was to cut his false pride. И он понимал, что единственная причина, по которой Господь все это время, вплоть до этого момента говорил ему все то, что он говорил, заключалась в том, чтобы помочь Валабхабхате избавиться от этой ложной гордости. And he became very grateful to the Lord И он стал очень благодарен Господу. and thanked him and said, now will you please accept my invitation and come to my home? Because the Lord wouldn't accept the invitation before. И он стал очень благодарен Господу и сказал большое спасибо, Господь, ну а теперь ты примешь мое приглашение отобедать у меня в доме, потому что ранее Господь Чайтанья эти приглашения от Валабхабхаты не принимал.
So Lord Chaitanya accepted Vallabhabhata's invitation to go to his home. Итак, Господь Чайтанья принял приглашение Валабхабхаты и отправился к нему с визитом And he домой. invited all the other Vaishnavas to come as well, И пригласил с собой всех других вайшнавов, including Gadadhar Pandit. включая Гададхару Пандита. Now Gadadhar Pandit, Lord Chaitanya had been externally neglecting him. И Гададхара Пандита с внешней точки зрения, казалось, Господь Чайтанья им пренебрегал. He was showing externally some anger towards him, Казалось, because he что knew that he listened. внешний Господь Чайтанья сердился на Гададхару Пандита за то, что тот послушал эти объяснения. And for a few days, he just completely neglected Gadadhar Pandit. И на протяжении нескольких дней он вообще не замечал Гададхара Пандита. But Gadadhar Pandit was walking to the place where Balabhabhata was feeding them, going to feed all of them. And Swarup Damodar, along the way, he asked Gadadhar Pandit, why, when Lord Chaitanya chastised you and became angry, why didn't you fight back and defend yourself? И по дороге, пока все вайшнавы, включая Гададхару Пандита, направлялись к месту, где Валабхабхата собирался угостить их просадом, Сварупа Дамодара спросил у Гададхара Пандита, почему ты ничего не сказал в свое оправдание, когда Господь Чайтанья тебя ругал? And Gadadhar Pandit said, no, whatever the Lord does to me is His mercy. I fully accept anything. И Гададхара Пандит Anything He сказал, offers to me. что бы он не решил сделать со мной, и как бы он не решил со мной обойтись, я знаю, что это Его милость ради моего блага. I am His servant, and He is my worshipful Lord. Я Его слуга, а Он мой господин. He can treat me in any way He wishes to treat me. И Он может обращаться со мной, как пожелает. Of course, Gadadhar Pandit was actually also in the mood of Radharani. I know no one but Krishna is my Lord. He can handle me roughly by His embrace. He can make me broken-hearted by not being present before me. He's completely free to do anything and everything, but He's always my worshipful Lord unconditionally. Разумеется, Гададхара Пандит сам находился в настроении Шримати Радхарани. Описано в этих словах читания Шикшастаки. Господь может обнять меня грубо, сжать меня в своих объятиях, Он может разбить мне сердце, не появляясь на глаза. Что бы Он ни решил сделать по отношению ко мне, Он волен поступать, как пожелает, ибо всегда и независимо ни от чего Он мой Господь, которому я поклоняюсь. Although it is said that Gadadhar Pandit was very submissive to Lord Chaitanya in this particular connection, he had a mood similar to Rukmini. И объясняется, что хотя Гададхара Пандит проявил такую покорность воле Господа Чайтаньи, это объясняется тем, что он находился в умонастроении Рукмини. There's a deeper meaning to that. Есть более глубокое объяснение этому. Rukmini, she has what's called Dakshina Bhava, Потому что Рукмини отличается умонастроением, которое называется Дакшина Бхава. which she's very, very submissive. She accepts anything that happens to her. Дакшина Бхава означает умонастроение крайней покорности и смирения. Она принимает все, что выпадает на ее долю. She's always afraid of doing something that may be displeasing to her worshipful Lord. Она очень боится сделать что-то, что не понравится Господу ее, которому она поклоняется. Whereas Radharani, she has Vamya Bhava, which is sometimes she can be a little challenging. А Радхарани отличается Вамья Бхава, и эта Бхава отличается неким вызовом и непокорством. But it's important to understand that in relationship with Lord Chaitanya, these rasas these higher rasas don't exist. In relationship to Lord Chaitanya, it's only Dasya Bhav. Однако нужно отметить, что в отношении с Господом Чайтаньей эти высшие расы не проявляются. По отношению к ним можно проявлять только Дасья Бхава. There's no higher rasa in relationship to Lord Chaitanya. Более высокие расы не проявляются в взаимоотношении с Господом It's always Чайтаньей. Dasya Bhav. Всегда Дасья Бхава. So Gadadhar Pandit was in this mood of servant, Dasya Bhav. И поэтому Гададхара Пандит находился в настроении слуги Дасья Бхава. And then he said, I will never become angry what the Lord does to me, even if He neglects me. И даже если Господь пренебрегает мною, ответил Гададхара Пандит Сварупе Дамодару, я не смогу гневаться на него. And then when Gadadhar Pandit came before Lord Chaitanya said to Gadadhar Pandit, I was simply testing you to see if you would become angry, but you didn't become angry. И когда они предстали такие взору Господа Чайтаньи, придя в это место, Господь Чайтанья сказал Гададхаре Пандиту, что я просто испытывал тебя, мне хотелось тебя немножечко позлить, но ты не разозлился. He said, I'm very, very pleased by your
your service attitude. Я очень доволен твоим духом служения. And he said that he was very, very pleased with Gadadhar Pandit, as he always is, because he was always thinking of his pleasure. И он был очень доволен Гададхаре Пандитом. Он всегда был им доволен, потому что единственное, о чем думал Гададхара Пандит, это о радости и удовлетворении Господа. What we can understand from this pastime Что мы можем извлечь из этой истории? is even if we do something wrong, Даже если мы делаем что-то неправильное, if we simply meditate that I'm doing this to please the Vaishnavas, если мы думаем, медитируем, что делаю это для удовлетворения вайшнавов, we have to look in our heart. I want to please the Vaishnavas. мы должны заглянуть в свое сердце, мы должны жить удовлетворением вайшнавов. Externally, the Vaishnavas may not be so pleased with me, И может быть с внешней точки зрения вайшнавы будут не так довольны мною, but actually my sincere desire is simply to please them and to please those devotees who are very dear to the Lord. но мое искреннее желание заключается в том порадовать их, порадовать всех этих преданных, которые очень дороги Господу. Then we'll be recognized. Тогда мы тоже получим But признание. we have to look in our heart. Но мы должны заглянуть в свое сердце. Was I doing it wrong because I wasn't willing to listen to anybody else and I was too proud? Мы должны понять, делаю ли эти неправильные поступки, потому что я не хотел ни у кого спрашивать, как правильно это все делать, потому что я слишком горжусь собою. And I thought I'm the only one who knows how to do things right? Может быть, я возомнил о себе как единственном, кто знает, как делать это правильно. Or was I actually thinking of the pleasure of my spiritual master? Или я действительно в этот момент был мотивирован удовлетворением своего духовного учителя. Because pride, as we already showed and demonstrated, pride is something that Lord Chaitanya doesn't appreciate. Как мы только что продемонстрировали, гордость — это не то, что вызывает теплые чувства Господа Чайтаньи. Pride is a big obstacle on the path of devotional service. Гордость — это огромное препятствие на пути преданного служения. And sometimes the Lord will teach us a lesson that we should try to see when He's trying to cut down our pride. Иногда Господь Чайтанья, помогая нам избавиться от гордыни, подрезая ее на корню, дает нам урок. As we said in the beginning, Lord Chaitanya, He didn't cut down the pride of Vallabhabhati. He didn't say, "Oh, you puffed up, arrogant fool." Он же не сказал, Господь Чайтанья, как мы уже объяснили, не сказал в самых первых минут общения с Валабхабхатой: «О, ты невежественный глупец, ты такой гордый». He made it very clear that his advanced position was because he learned from other Vaishnavas. Он на собственном примере продемонстрировал, что его возвышенное положение было вызвано тем, что он сам учился у других вайшнавов. Even Lord Chaitanya made it clear, I listened to all these Vaishnavas. Everything I've learned from them. И он говорил, что на самом деле я просто слушал всех этих вайшнавов, и все, что я знаю, я перенял от них. He taught this principle. Он продемонстрировал этот принцип. He taught that to Vallabhabhata in the very beginning. He didn't say, "Oh, you puffed up rascal." Он преподнес этот урок Валабхабхате с самого начала. Он не сказал Валабхабхате: «Ты гордый негодяй». And even when he finally cut down his pride, he didn't say, "You puffed up rascal." И даже когда он в конце концов срезал гордыню Валабхабхаты, он не сказал ему: «Ты гордый негодяй». He cut his pride by proving that his conclusions were wrong. Он уничтожил его гордыню тем, что он показал ему, насколько ошибочны были выводы Валабхабхаты. He said, Sridhar Swami, he says, what example? He says, Sridhar Swami is, I forget the words he used. His Swami, his husband. Yes, Swami is the husband. Yes. Swami is the husband. And anyone who doesn't accept the words of the Swami is a prostitute. И Господь Чайтанья сказал: Шридхара Свами, Свами на санскрите также означает муж. И каждый, кто не признает слов мужа и не следует ему, является проституткой. He said, that is the meaning of Swami. You have not accepted the words of Sridhar Swami. You are just like a prostitute. Поскольку ты не принимаешь слов Шридхары Свами, ты подобен проститутке, сказал он. Because his realizations are the foundation of all other realizations that everyone has in our whole
sampradaya. Потому что именно те откровения, которые запечатлены в комментариях Шридары Свами, являются основанием для всех последующих откровений в нашей сампрадае. So Lord Chaitanya corrected him. И Господь Чайтанья таким образом исправил его. And in this way he cut his pride. И таким образом он уничтожил его гордыню. So as he said, pride, it's a big obstacle. Как мы сказали, гордыня — это большое препятствие. And what we can learn from this particular pastime, there are many pastimes with Gadadhara Pandit. This is just one of them. И есть очень много других историй или лил, связанных с Гададхарой Пандитом. Я рассказал лишь одну из них. There's another pastime, Есть еще одна история. same thing, Та же similar, самая, with очень Gadadhara похожая. Pandit. История, связанная с Гададхарой Пандитом. Gadadhara Pandit, when Lord Chaitanya was leaving Puri, when he was going to go to Vrindavan, Когда Гададхара Пандит, когда Господь Чайтанья уходил из Пури, чтобы отправиться во Вриндаван, and many of the Vaishnavas were accompanying Lord Chaitanya to go to Vrindavan. по пути во Вриндаван Господа Чайтанью сопровождало множество вайшнавов. But Gadadhara Pandit had taken a vow of kshetra sannyas. Однако Гададхара Пандит принял обет кшетра саньяси. And a kshetra sannyas is somebody who takes a vow to stay in one place and to not leave that place. Кшетра саньяси означает, что человек принимает обет жить в каком-то определенном месте и никогда его не покидать. And he made a vow that he would always engage in this rendering service to the deity of Toto Gopinath. И Гададхара Пандит дал обет всегда служить божеству Тота Гопинатхи. So when Lord Chaitanya was leaving, Gadadhara Pandit was ready to leave Puri and accompany the Lord. Когда Господь Чайтанья собирался уйти из Пури во Вриндаван, то Гададхара Пандит тоже собрался в дорогу с ним. Он хотел уйти из Пури и сопровождать Господа. And then Lord Chaitanya said, "What are you doing? You can't leave. You've made a vow, kshetra sannyas. You have to stay here and worship Toto Gopinath." Господь Чайтанья сказал ему: что ты делаешь? Ты же дал обет, кшетра саньяс, обет никогда не покидать Пури. Ты должен оставаться в Пури и продолжать поклоняться Тота Гопинатхи. It will be offense to give up your vow of service to Toto Gopinath. Это будет оскорблением с твоей стороны, если ты нарушишь свой обет и перестанешь поклоняться Тота Гопинатхи. And Gadadhara Pandit said, "I'm willing to commit millions of offenses because simply to see your lotus feet is millions of times more important." Я готов совершить миллионы таких оскорблений, сказал Гададхара Пандит в ответ, потому что видеть твои лотосные стопы в миллион раз более важно. And Lord Chaitanya, he wasn't satisfied and said that, "No, you should stay." Господь Чайтанья не был удовлетворен этим ответом и сказал: нет, ты должен оставаться здесь. And Gadadhara Pandit said, "Well, I'll take the reactions myself. Но Гададхара Пандит сказал: нет, все реакции будут на мне. I'll go see Sachimata, and then after seeing Sachimata, then I will give my own reasons for leaving. Don't worry, the fault won't go on you." Я просто пойду и повидаю Шачимату там. И, пожалуйста, не переживай за это оскорбление, вся вина будет на мне, и на тебя она пятном не ляжет. So Lord Chaitanya left with his associates, and Gadadhara Pandit left also. И Господь Чайтанья отправился в путь со своими спутниками, и в сопровождении их также шел Гададхара Пандит. But he didn't accompany the Lord, he went separately. Он не пошел вместе с ними, он пошел отдельной дорогой. So when the Lord arrived at the next destination, И когда Господь Чайтанья оказался в следующем месте по пути, all the devotees were present there, and the Lord knew that Gadadhara Pandit had come. все преданные также сопровождали его, но Господь Чайтанья знал, что туда же пришел и Гададхара Пандит. And he called for Gadadhara Pandit. "Please, tell Gadadhara Pandit I need to speak to И him." он сказал преданным: пожалуйста, приведите ко мне Гададхару Пандита, мне нужно с ним поговорить. He said, "To come and to travel with me is simply sense gratification. Он сказал: для тебя желание путешествовать со мной просто чувственное удовлетворение. You are committing two irreligious activities. Вот ты тем самым совершаешь два безбожных поступка. Not only have you given up your service to Tota Gopinath, but you're engaging in sense gratification." Ты не только прекратил поклоняться божеству Тота Гопинатхи, но ты при этом еще потакаешь своим желанием чувственных наслаждений. So externally he showed anger to Gadadhara Pandit. То есть внешне Господь Чайтанья сказался разгневанным на Гададхару Пандита. But actually internally he was very pleased with him. Но внутри он был очень доволен. But externally he showed anger. Но внешне он был очень недоволен. But then what happened is that Lord Chaitanya instructed him that he should return to Puri. И затем Господь Чайтанья приказал ему: возвращайся обратно в Пури. And he called Sarvabhauma Bhattacharya and said, "Take him back to Puri."
И позвал к себе Сарвабхаума Бхаттачарью и сказал: отведи его в Пури. Lord Chaitanya then got in the boat and then continued on his next destination without him. Господь Чайтанья взошел на лодку и стал пересекать реку, оставив Гададхару позади. When Gadadhar Pandit saw him leaving with those instructions that he had given to him, he fainted. И когда Гададхара увидел, как Господь Чайтанья удаляется, оставив ему только свои наставления, он упал без чувств на землю. He fell on the ground, like a complete lost consciousness. Он потерял сознание и рухнул на землю. Sarvabhauma Bhattacharya then picked him up in his embrace. Сарвабхаума Бхаттачарья поднял его в своих объятиях с земли. He says, such is the nature of the Lord. И сказал: вот такова природа Господа. The Lord, in order to protect your vow, He was willing to bear separation from you. Для того, чтобы защитить твои обеты, Господь был готов вытерпеть разлуку с тобой. Although you are so dear to Him. Хотя ты так дорог Ему. And actually He's very pleased to have you with Him. И хотя Господу очень хотелось иметь тебя рядом. But in order to protect your vow, He was willing to bear the separation so that you will return and do your service to Tota Gopinath. Но чтобы сохранить истинность твоих обетов, Он пошел на разлуку с тобой, чтобы ты смог вернуться и продолжать поклоняться Господу Tota Gopinath. And then He gave the example of just like Krishna. Так же, как Кришна привел пример Сарвабхаума. Krishna broke his vow in order to protect Arjuna's vow. Господь Кришна нарушил свой собственный обет для того, чтобы сдержать правдивость. To protect Bhishma's vow. Господь Кришна нарушил свое собственное обещание для того, чтобы сдержать обещание Бхишмы. Because Bhishma had made a vow that he would kill Arjuna with one of those arrows that he had taken to kill him. Потому что Бхишма дал торжественное обещание убить Арджуну одной из 5 стрел, которые он взял в руки в этот день. He said, no one except if the Lord stops me Himself will stop me from killing each of the Pandavas with these arrows. Бхишма сказал: вот этим 5 стрелам я убью каждого из 5 пандавов, и никто, кроме Господа, не сможет мне в этом помешать. And he made a firm vow. Он пообещал торжественно. But Krishna also made a vow. Но Кришна тоже пообещал. Krishna made a vow that he will never pick up any weapons in the battle of Kurukshetra. Кришна дал обет, что он не возьмет в руки никакого оружия во время битвы на Курукшетре. And when Bhishma was going to fire one of those arrows and to kill Arjuna, и когда Бхишма уже натянул тетиву, чтобы выстрелить этой стрелой в Арджуну, Krishna broke his vow to protect Bhishma's vow. Кришна нарушил свое обещание для того, чтобы сдержать обещание Бхишмы. Because he considers it more important to protect the word of his devotee than to protect even his own word. Потому что Кришна считает гораздо более важным сдержать обещание своего преданного, чем свое собственное. So Sarvabhauma Bhattacharya gave that example to Gadadhar Pandit. И Сарвабхаума Бхаттачарья дал этот пример Гададхаре Пандиту. That the Lord sent you back to Puri to protect your vow. Господь отослал тебя обратно в Пури для того, чтобы сохранить твои обеты. Gadadhar Pandit returned to Puri Гададхара and Пандит he вернулся remained в in the Пури service of Tota и Gopinath. продолжил свое служение Тота Гопинатхи. And actually it's even said that when Lord Chaitanya left this world, И говорится, что когда Господь Чайтанья ушел из этого мира, Gadadhar Pandit was still continuing to render service to Tota Gopinath. Гададхара Пандит продолжал служить божеству Тота Гопинатхи, But he couldn't bear separation но он не мог from the Lord. терпеть разлуку с Господом. And although the Lord, I think he departed, Gadadhar Pandit, I think departed like 11 months after Lord Chaitanya did. Гададхара Пандит ушел из этого мира 11 месяцев спустя ухода Господа Чайтаньи. And Gadadhar Pandit, after Lord Chaitanya left, his body became very, very frail and very, very weak. Сразу после ухода Господа Чайтаньи из этого мира тело Гададхара Пандита сразу стало очень слабым и дряхлым. He couldn't even continue the service properly of Tota Gopinath. И он даже не мог продолжать правильно поклоняться Господу Тота Гопинатхи. It was said that he couldn't even reach up and put the garland on Tota Gopinath. Ему не хватало сил, чтобы даже поднять гирлянду, надеть ее на Тота Гопинатху. So that Gadadhar Pandit can continue to serve Tota Gopinath sat down and took a position of sitting down so that Gadadhar Pandit could put the garland on him. И чтобы Гададхара Пандиту было легче продолжать служить ему, само божество Тота Гопинатхи село на землю, чтобы ему было легче надевать гирлянду.
See, the only deity of Krishna that you'll find that is sitting down, but he did that so that Gadadhar Pandit could put the garland. Единственное божество Кришны, которое сидит, а не стоит, и сделал это, Господь сел для того, чтобы Гададхара Пандит мог надевать на него гирлянды. Some people even say that Gadadhar Pandit departed from this world also by entering into the body of Tota Gopinath. Кто-то говорит, что Гададхара Пандит также ушел из этого мира, войдя, как и Господь Чайтанья, в тело Господа Тота Гопинатхи. So the point is that, again, the Lord is always trying to protect his devotee. Но суть в том, что Господь всегда старается защищать своих преданных. Sometimes externally he may appear to be very angry, but internally he is very pleased with the devotee. Даже если внешне кажется Господь сгневан на них, но внутри он им очень доволен. There are many other pastimes I don't have time to speak about them all. Есть много других историй лил, и, к сожалению, время нам не позволяет рассказать все. But Gadadhar Pandit, he was a contemporary of Lord Chaitanya. In fact, he was born just some months after Lord Chaitanya, in the following year. Гададхара Пандит был на самом деле современником и ровесником Господа Чайтаньи. Он родился через несколько месяцев после явления Господа Чайтаньи в следующем году. He was a childhood associate of the Lord. They were always seen together. С самого детства они дружили с Господом Чайтаньей, всегда ходили вместе. And even they went together to the school of Gangadas Pandit and the toll of Gangadas Pandit, and they studied together under Gangadas Pandit for 2 years. И вместе они ходили в школу, или как она называется, Тола Гангидаса Пандита, и учились там 2 года. And there Lord Chaitanya learned about grammar and he learned about logic. Именно там, в школе Гангидаса Пандита, Господь Чайтанья научился грамматике, санскрита и логике. And sometimes Lord Chaitanya would get into debates and arguments with some of his schoolmates, including with Gadadhar Pandit. И Господь Чайтанья устраивал дебаты со своими одноклассниками, включая Гададхару Пандита. But Gadadhar Pandit always understood, because of his service attitude to the Lord, he always understood the mood of the Lord. Но поскольку Гададхара Пандит всегда жил духом служения Господу, он понимал его умонастроение. One time Gadadhar Pandit came to Lord Chaitanya. Однажды Гададхара Пандит пришел к Господу Чайтанье. And Lord Chaitanya, this is after he returned from Gaya, and he was in the mood of separation from Krishna. Это было уже после того, как Господь Чайтанья вернулся из Гаи, он пребывал в умонастроении разлуки с Господом Кришной. And Gadadhar Pandit approached him, and Lord Chaitanya says, "Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna?" Because he was feeling great separation. Когда Гададхара Пандит пришел к Господу Чайтанье, Господь Чайтанья, увидев его, стал спрашивать: где же Кришна, где же Кришна, где же Кришна, потому что он пребывал в умонастроении разлуки. And Gadadhar Pandit said to Lord Chaitanya, "Krishna is in your heart." Гададхара Пандит сказал Господу Чайтанье: Кришна в твоем сердце. And when Lord Chaitanya heard that Krishna is in his heart, he took his nails and he started ripping his chest open to find Krishna in his heart. И когда Господь Чайтанья услышал те слова Гададхары Пандита о том, что Кришна в его сердце, он своими ногтями стал раздирать себе грудь, чтобы посмотреть в сердце. Потому что Кришна в сердце же. And Gadadhar Pandit had to think very, very quickly. And told Lord Chaitanya, "Oh, but Krishna will be here very soon. He's coming now." И Гададхара Пандит стал лихорадочно соображать, что же сказать Господу Чайтанье, чтобы остановить его. Сказал: "О, Кришна скоро придет, он скоро придет, пожалуйста, подожди." And when Lord Chaitanya heard that, he immediately stopped trying to find Krishna in his heart, and he anticipated Krishna's coming. И когда Гададхара Пандит когда Господь Чайтанья услышал, что Кришна скоро придет, он перестал раздирать свою грудь ногтями, ожидая, когда Кришна явится. When Sachimata saw how expert Gadadhar Pandit dealt with Lord Chaitanya, she begged to Gadadhar Pandit, "Please always stay together with my Nimai and protect him." И когда мать Шачи увидела, как очень искусно удалось успокоить Господа Чайтанью Гададхаре Пандиту, она попросила: пожалуйста, пожалуйста, всегда оставайся с моим сыном Нимаем, всегда защищай его. So they were always together. Поэтому они всегда были неразлучны. In childhood they spent a lot of time together and very close associates. Они были очень близкими спутниками с детства. In fact, Gadadhar Pandit is Panchatattvam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavatara Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. He's Bhakta Shaktikam. He is the Bhakta Shakti. He is the energy of the devotee.
В Панчататве Гададхара Пандит олицетворяет Бхакта Шакти или энергию преданного. Therefore, Kaviraj Goswami glorifies Krishna for manifesting himself in 5 features. Поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами прославляет Господа Кришну за то, что он явился в 5 ипостасях. He is Bhaktarupa, who is the devotee of the Lord. Он Бхактарупа, преданный Господа. He is the expansion of the devotee, as Nityananda. Он является проявлением или экспансией преданного, как Господь Нитьянанда. Manifestation of the devotee as Advaita Acharya. Является проявлением преданного, как Адвайта Ачарья. He is the pure devotee as Srivas Thakur. Чистый преданный Шривас Такур. And he is the devotional energy as Gadadhara Pandit. И энергия преданности Гададхара Пандит. So he is one of the 5 Panchatattvas who appeared in this world. 5 tattvas who appeared in this world. What is it? Verse just before that. Panchatattva ekavastu nahi vichu kichu veda rasa asvadita tabu vividhanya veda. That Lord Chaitanya manifested himself in these 5 absolute forms. И Гададхара Пандит является одним из 5 татв, одной из 5 татв Панчататтвы, как говорится в этом стихе из читания Чаритамрит, предшествующем стиху Панчататтва Пакам Кришнам, в котором говорится, что Господь Чайтанья явился в этом мире в 5 обликах. And he said on the absolute platform, they're ekavastu, they're all the same. С абсолютной точки зрения они не различны, не отличны друг от друга. But in order to taste varieties in this world, because spiritual life is based on spiritual variety, one has to distinguish between them. Но для того, чтобы испытать наслаждение в духовной жизни, разнообразие в духовной жизни, потому что наслаждение основывается на разнообразии, необходимо проводить между этими 5 истинными различия. So this is how they are distinguished as Bhakta Rupa, as the form of, as the devotee, as the incarnation of the devotee, the expansion of the devotee, the pure devotee, and the devotional energy. Поэтому их называют по-разному. Есть Бхактарупа, сам преданный, его олицетворение, его воплощение, есть его экспансия, его проявление, есть чистый преданный как образец, и есть его энергия, энергия Бхакти. And Gadadhara Pandit is, as we said, the devotional energy. He is actually an expansion of Srimati Radharani. И Гададхара Пандит является проявлением энергии преданности, и он является проявлением Шримати Радharani. When Lord Chaitanya appeared, he appeared in the mood of Srimati Radharani, and he also had the outer complexion of Srimati Radharani. Господь Чайтанья явился и в умонастроении Шримати Радharani, и также цветом тела напоминал Шримати Радharani. But it is said that Gadadhara Pandit was an expansion of Srimati Radharani. Но Гададхара Пандит является экспансией Шримати Радharani. And the outer complexion of Srimati Radharani was manifest in Gadadhar Das. А сияние тела Шримати Радharani проявилось как Гададхара Дас. It's described that Gadadhar Das is not the same as Gadadhar Pandit, was actually the potency of the complexion of coming from Srimati Radharani. Объясняется, что Гададхара Дас это другая личность, не Гададхара Пандит. Объясняется, что он проявился как экспансия сияния тела Шримати Радharani, или ее цвет ее тела. These are some deep tattva which is described in Chaitanya Charitamrita about Gadadhara Pandit. Все эти глубокие татвы описываются в читании Чаритамрити в отношении Гададхары Пандита. He was a very, very exalted devotee of the Lord. Он был очень возвышенным, преданным Господу. And it was Gadadhara Pandit also who became the spiritual master of Vallabhabhata. И именно Гададхара Пандит стал духовным учителем Валабхабхаты. When Vallabhabhata surrendered to Lord Chaitanya, he realized that because of the qualities of Gadadhara Pandit, he wanted to become his disciple. Когда Валабхабхата предался Господу Чайтанью, то он понял, что в силу качеств, присущих Гададхаре Пандиту, он должен принять Гададхару Пандита своим духовным учителем, стать его учеником. Gadadhara Pandit himself was the disciple of Pundarik Vijayanidhi. Однако сам Гададхара Пандит был учеником Пундарика Видянидhi. And Pundarik Vijayanidhi was Vishubhanu in Krishna Lila. А Пундарика Видянидhi в Кришна Лиле был Вришабхану. One day, Lord Chaitanya was calling out, "Father, Father, Pundarik, Father, Pundarik, Father." Однажды Господь Чайтанья Махапрабху стал восклицать: "Отец, Отец, Пундарик, Отец!" He was calling out Pundarik Vijayanidhi because he understood that Pundarik
Vijayanidhi was none other than Vishubhanu in Krishna Lila, who was the father of Radharani. Он так взывал Пундарика Видянити, потому что понимал, что Пундарика Видянити никто иной, как Вишабхану в Кришна Лиле. And Отец Шримати Радхарани. anyways, there's a whole story about Другая that. история. There's another story of how Gadadhara Pandit saw Pundarik Vidyanidhi and he had some doubt in his mind about Pundarik Vidyanidhi's purity. Другой истории, рассказывающейся рассказываемой о Гададхаре Пандите, он пришел к Пундарика Видянити и усомнился в том, что Пундарика Видянити на самом деле такой возвышенный. It's a long story and Artik is about to begin. Как о нем говорили, но это длинная история, а Арти сейчас как раз начнется. But Gadadhara Pandit ended up accepting Pundarik Vidyanidhi as his spiritual master. Но в результате этой истории Гададхара Пандит принял Пундарику Видянити своим духовным This учителем. way we see there's so many exalted associates of the Lord. Есть много, как вы видите, возвышенных спутников Господа. And by hearing about them and hearing about their devotional service, we can develop some taste for service to the Lord. И слушая о них, и слушая об их служении Господу, мы можем сами развить вкус к служению Господу. So because it is Gadadhara Pandit's appearance day, I thought it would be appropriate to speak a little bit about him. Поскольку сегодня день явления Гададхары Пандита, я счел уместным рассказать немного о нем. And that's why I moved into that topic. Поэтому я и перешел на обсуждение этой темы. It's exactly 7 o'clock. It's the time for the conch shell. Ровно 7 часов, сейчас прозвучит раковина. So we will end here. Thank you very much. Hare Krishna. Поэтому мы здесь закончим. Харе Кришна.